Здравствуйте, наши дорогие товарищи-музыканты! Вы на канале «Давай запишем», у микрофона Александр. Очередное видео с наушниками у нас подоспело, что мы сейчас вам с удовольствием и предлагаем. Ну а главными героями сегодня у нас будут профессиональные студийные наушники закрытого типа Shure SRH440A. Сразу о том, сколько это стоит. Друзья мои, 11 тысяч плюс-минус какие-то копейки, которые зависят сегодня от немыслимо пляшущего курса иностранных денег. Да уж, теперь о двух других показателях, которые наряду с ценой являются для нас определяющими. Напомню, это удобство и, разумеется, звучание. По первому пункту лично у меня вопросов не появилось. Наушники сделаны очень аккуратно и правильно. Они достаточно мягкие, при этом с хорошим и плотным прижимом. Имеют вес 268 граммов и, судя по первым ощущениям, усталость от работы в них наступит далеко не сразу. Тем не менее, помним о мерах предосторожности и не злоупотребляем громкостью. А вот теперь интересно. Посмотрите, какой отзыв под этими наушниками был оставлен нашим покупателем Анатолием в августе 2021 года. Вот и думай, что хочешь. Вроде и пишет человек, что у него стандартные уши, правда непонятно, по каким критериям определяются эти стандарты, однако полчаса и ему уже стало невыносимо тяжело. О чем это говорит, друзья мои? Опять об одном и том же. Каждой голове своя модель, каждым ушам своя форма, и единственное, что нам поможет в этом плане, это примерка. Без нее, увы, можно нарваться на вот такие некомфортные последствия. И опять-таки надо добавить, что, работая на громкости большей, чем разумная, любые наушники, даже самые удобные, могут очень быстро показаться и неудобными, и тяжелыми, и давящими, и ужасными. Об этом надо помнить и думать постоянно. Идем дальше. И переходим к звучанию. И опять же, если посмотреть, что пишут сами пользователи об этих наушниках, то становится понятно, что во многом их классность и добротность определяет стиль музыки, в котором вы работаете. Допустим, для электронной танцевальной музыки, трэпа, дабстепа, этих ушей может оказаться совершенно недостаточно. А вот рок, джаз, классика — это прям то, что надо. Люди довольны. Впрочем, мы с вами это все попробуем услышать на тестовой части, плюс увидеть на графиках измерений от наших партнеров из компании Reference Audio Analyzer, которые большие молодцы и которым мы говорим большое спасибо за предоставляемую точную информацию. Кстати, тест мы проведем не только в сравнении с оригинальным звучанием трека, а еще и дадим возможность выступить здесь наушником на пару тысяч дешевле. И пусть это будут Proil Acon H1000. И сделаем это не ради каких-то соревнований, кто лучше, кто хуже, а так, чисто для контраста и общего представления о разности звука. И последнее перед тестом — это пару цифр из описания. По частотам здесь достаточно широко, от 10 до 22 тысяч Гц, чувствительность 97 дБ, указанное сопротивление 40 Ом, то есть эти наушники раскачают практически любое современное оборудование. За звук здесь отвечают 40-мм неодимовые драйверы, чашки поворотные в одну сторону, для каких-то случаев это возможно пригодится. Наушники комплектуются отсоединяющимся прямым 3-метровым кабелем и позолоченным переходником на 6,3 мм. Товарищи, на этом все. Давайте послушаем немного музыки, после чего, как обычно, подведем некоторые итоги.
Ну что ж, прежде чем увидим интересные картинки, буквально пару слов о личных ощущениях. Друзья, действительно, наушники сейчас это тот инструмент, который надо подбирать в первую очередь, опираясь на основной стиль музыки, в котором вы творите. Это раньше все было как-то просто и банально. Пришел в магазин, наушники есть? Есть. Заверните. Сейчас все абсолютно иначе. И не просто так на студиях можно увидеть и 3, и 5, и больше моделей разных наушников, поскольку стилей и подстилей музыки сейчас столько, что каждому надо иметь свой персональный подход и определенную систему контроля звука. В общем и целом, эти шуры вполне пригодны, звучат достойно, по удобству каждому свое, по цене в рынке. А теперь картинки. В паре с Proil Acon H1000. Традиционно начинаем с чувствительности. Вот так она выглядит у 440-х шуриков. И вот так у 1000-х Acon. И чтобы было более понятно, что к чему, мы эти картинки упростили до вот такого вида. Откуда понятно, что шурики у нас несколько погромче будут, однако и Acon тихими не назовешь. Они почти на 1 дБ громче большинства полноразмерных наушников. Дальше, сопротивление. Здесь картинка у нас очень симпатичная, линии расположились практически одна в одну. И что касается самих цифр, то это 36,6 Ом у Acon и 36,9 у Shure. При том, что заявленные производителем показатели это 32 и 40 Ом соответственно. Но пугаться этих небольших различий не стоит. Напоминаю, что провода и переходники что-то обязательно берут на себя, плюс сами производители часто указывают либо округленные цифры, либо не уточняют каких-то особенных условий замеров. Как это видим здесь в случае с шурами. Вроде как должны были что-то забрать на себя, а по цифрам получается, что аж 3 Ома отдают. Но еще раз, в этом нет ничего страшного. И, наконец, амплитудно-частотная характеристика. И здесь можно увидеть все то, что только что мы с вами услышали на тесте. Низ у Acon более насыщенный, 4 и 7500 Гц несколько утоплены, что определяет их читаемость и яркость. И прыжок на 6000 это, видимо, некоторая компенсация той самой яркости. Что касается Shure, то тут картина более ровная и спокойная. Низа для не особо танцевальных стилей, как я уже говорил, должно хватить вполне. По остальным частотам все спокойно и понятно. Так что победителей и побежденных сегодня у нас нет. Каждому пользователю свой звук, свои наушники. Друзья, на сегодня это все. Спасибо, что остаетесь с нами. Всем удачи и до встречи. Ну, как-то вот мы так вот осилили 5 минут 33 секунды безостановочного полета. Это, наверное, хорошо, да? Замечательно.